Здравствуйте, дорогие друзья! Решил ответить на некоторые вопросы. Отвечу на 4 сегодня. Вот Яблочный вор пишет. Алексей Петрович, скажите, пожалуйста, остаемся ли мы при этом целостными, если разделяем наше внутреннее, я так понимаю, наш внутренний мир на свидетеля и свидетельствуемое. Вот вопрос вроде бы простой, с одной стороны, а с другой стороны принципиально важный для нас. А когда мы бываем целостны? Хочу я задать встречный вопрос. А когда мы бываем целостны? Давайте подумаем все над этим. Вся наша жизнь, если внимательно всмотреться, вдуматься, это постепенное приближение к этой самой целостности. И только в том случае, если мы занимаемся практикой, если мы посвящаем этой практике достаточно много времени, у нас есть крохотный шанс, что в конце жизни мы эту целостность обретем. А так мы все время раздвоены. Внутри нас есть осознание, которое стремится переживать новое и новое, и не останавливаться, течь в потоке бытия. И есть тональ, который ничего этого не хочет, а хочет остановиться и застыть. Вот эта вот наша двойственность, она преследует нас. Так что целостность – это наша цель. Иногда во время практики мы приходим к состоянию очень близкому к целостности. На какие-то минуты или даже секунды мы приближаемся к этому состоянию и переживаем его. Это всегда мы это ощущаем. Мы чувствуем это всем телом, что вот сейчас я был целостен. Так что этот вопрос, он вот так вот. Так бы я на него ответил. Второй вопрос звучит так. Как соотносятся осознание как процесс и осознание как субстанция? Ну, тут у нас, конечно, есть некоторое заблуждение, ну, терминологическое, наверное. Осознание – это осознание своего бытия. Мы его часто путаем с сознанием как совокупности содержаний нашего внутреннего мира. Сознание, осознание. Но здесь тоже есть тонкость. Сейчас я вам
скажу о ней. Понимаете, когда мы... Вот практики это... Кто долго занимается практикой, тот знает. Внимание, обращенное на осознание, когда мы занимаемся практикой, что мы делаем? Мы обращаем внимание на собственное сознание. И мы, конечно, понимаем, что это процесс. Пока мы обращаем внимание на сознание, мы поддержим этот процесс, практика продолжается успешно. Если мы отвлекаемся, практика прерывается. Но если говорить об осознании как той стихии, той энергии, которая стоит за источником, того, на что мы обращаем внимание. То есть то, что можно назвать нагуаль внутри нас, это всегда неописуемо. Это всегда трансцендентно. Это потусторонне. Мы не можем ничего об этом сказать, мы можем это только пережить. Прямое переживание, все, что нам доступно. Описывать мы ничего здесь не можем. Это что касается содержания. Содержание осознания, подчеркиваю, не сознание, а осознание бесконечно. Это поток энергии, который бесконечно реализует себя внутри нас. Я понимаю, здесь много сразу возникнет споров. А почему так, а почему не так? А правильно ли так это называть? Ну, поверьте мне, я уже 30 лет занимаюсь этой практикой, перебрал все варианты, какие только можно. И в том числе тот вариант, о котором пишет Юрий Башаков. И мне его сомнения понятны. И то, что он мне пишет, тоже мне понятно. Осознание не бывает без содержания. Это такой классический взгляд ортодоксального материализма. С точки зрения нейрофизиологии, осознание – это просто качество. Безусловно. Вот так мы и рассматриваем. Только надо тогда говорить не осознание, это просто качество, наверное, а сознание просто качество. Хотя и осознание здесь уже не важно. Коррелирует с частотой активности определенных нейронных ансамблей, специфичных к тому или иному элементу опыта. Да. Ну вот, выключили вы, пишет он, внутренний диалог. Сидите, втыкаете, созерцаете или медитируете. Что же является содержанием такого осознания? Наверное, активность мозга при этом будет иная, чем обычно. Возможно, будут вовлечены в генерацию спайков повышенной частоты другие нейроны, еще не специфичные относительно конкретного опыта. Все это очень правильно и очень умно. Один только вопрос меня тревожит. Кто выключает внутренний диалог? Когда мы обращаемся к содержаниям нашего сознания, всегда есть некто, кто воплощает нашу волю. Вот это очень важный, принципиальный, мне кажется, вопрос.
кто этот я? Потому что это и есть, да, самосознание, самоощущение собственного я. Это и есть наша сущность. Не наша память, не наше воображение, не прочие. Там много всего у нас в голове намешано. Вот именно это. На этом вы можете сфокусировать свое внимание. На самосознании, на ощущении, возникающем в результате самосознания. Потому что это и есть ключ. Кроме того, я тут ничего не могу доказать и ничего не могу опровергнуть. Есть опыт практиков, которые работают в данном направлении. И вы, Юрий, можете просто попробовать хотя бы год попрактиковать, и тогда вы сами себе скажете, не мне, сами себе скажете, вам это нужно или не нужно. Что-то не сходит на вас или ничего не сходит. Тут же у каждого индивидуально. Кому-то нужно много-много лет, чтобы что-то стало открываться и не сходить. А у кого-то начинает не сходить очень быстро. А у кого-то вообще никогда. Такое тоже бывает. Так что пока сам не проверишь, пока сам не убедишься, в общем, не узнаешь. Это не тот опыт, который можно передать другому. Это только через собственное действие, собственный эксперимент можно узнать. Так. И еще один вопрос остался у нас. Карлос говорил о том, что на пальце его был ожог от голубого огня, пришедшего его поглотить, но он остановил его, потому что не был готов уйти и потом жалел об этом. Огонь приходит помимо нашего желания, спонтанно, или же можно вызвать сдвиг точки сборки, которая воспламенит одновременно все эманации по желанию. Такой вот интересный вопрос. Значит, есть одно общее условие, при которых этот огонь к нам приходит. Когда наше тело созрело. Созрело в хорошем смысле, да, либо у него очень много личной силы для этого, либо оно готово просто в том смысле, что оно готово покинуть этот мир. Так что с этим огнем мы можем столкнуться все, если мы соблюли все условия. Ну вот я себе записал, какие условия мы должны соблюсти. Ну вот, когда наше энергетическое тело созрело, если наш тональ по-настоящему чист, то есть мы достигли безупречности или состояния максимально близкого к безупречности, и добились той
неподвижности внимания, о которой я уже говорил. Вот если эти условия были соблюдены, то в решающий момент, этот огонь приходит. Не знаю, как насчет Карлоса и его пальца, но почему бы нет, собственно говоря. Никому этот путь не заказан. Вот что я хочу сказать. В тот момент, когда мы погружаемся в подлинное безмолвие, в какой-то момент мы открываемся этой силе, который может стать огнем на определенном уровне интенсивности. Вот, пожалуй, все. Вот эти 4 вопроса мне показались интересными, я на них ответил. Я еще на следующий буду отвечать. И извините, что в таком разбросанном порядке, не хронологическом. Но вот пока вот так. До следующих встреч, друзья мои. Трудитесь во имя собственного спасения.